Всем огромный привет! Меня зовут Аля Фрэнсис и добро пожаловать на мой канал. Представляю вашему вниманию мастер-класс сумочки-торбы размером до ручек 28 на 26 см из моей коллекции «Лето в стиле Али Фрэнсис». И если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. И чтобы получать мои новые видео, обязательно нажмите на колокольчик рядом с кнопкой «Подписаться». Для создания нам потребуется крючок номер 8 и номер 5, пластиковая игла, кольца-карабины, фиксатор для утяжки, донышко из натуральной кожи в бежевом цвете размером 23 на 8 см, 3 мотка трикотажной пряжи в цвете мята. Начинаем вязание крючком номер 5. Вводим крючок в отверстие донышка, оставляем хвостик, захватываем нить, вытягиваем ее, хвостик прячем и провязываем полустолбик. Следующее отверстие удваиваем, то есть в одно отверстие провязываем 2 столбика без накида. Первый столбик без накида, в это же отверстие второй столбик без накида. В следующее отверстие провязываем 1 столбик без накида. Следующее отверстие удваиваем. 1 столбик без накида. В это же отверстие второй столбик без накида. Самостоятельно делаем обвязку донышка столбиками без накида, чередуя одинарный столбик без накида и удвоение. И так до конца ряда. Завершаем обвязку, меняем крючок на номер 8, вытягиваем петлю. С изнаночной стороны вводим крючок под петлю начала обвязки, захватываем петлю, вытягиваем ее. Рабочую нить располагаем под петлей. Первый ряд. Вводим крючок за заднюю стенку столбика без накида, захватываем петлю, вытягиваем ее, меняем положение крючка и провязываем полустолбик. За заднюю стенку столбик без накида. За заднюю стенку столбик без накида. За заднюю стенку столбик без накида. Самостоятельно провязываем столбиками без накида за заднюю стенку до конца ряда. Завершаем первый ряд, вытягиваем петлю. С изнаночной стороны вводим крючок под петлю начала ряда, захватываем петлю, вытягиваем ее. Рабочую нить располагаем под петлей. Со второго ряда вяжем фантазийными столбиками. Раскалываем столбик без накида. Захватываем петлю, вытягиваем ее и провязываем полустолбик. Набираем одну воздушную петлю, накид, раскалываем столбик без накида,
Захватываем рабочую нить, вытягиваем ее. Новую петлю провязываем через вторую петлю на крючке. Накид. Провязываем оставшиеся 2 петли на крючке. Накид. Раскалываем следующий столбик без накида. И провязываем следующий фантазийный столбик. Накид. Раскалываем столбик без накида. И провязываем фантазийный столбик. Самостоятельно вяжем фантазийными столбиками до конца ряда. Завершаем второй ряд, вытягиваем петлю. С изнаночной стороны вводим крючок под петлю начала ряда, захватываем петлю, вытягиваем ее. Рабочую нить располагаем под петлей. Раскалываем столбик без накида предыдущего ряда. Захватываем нить, вытягиваем ее и провязываем полустолбик. Третий ряд. Набираем одну воздушную петлю, накид, раскалываем столбик без накида и провязываем следующий фантазийный столбик. Накид, раскалываем столбик без накида и провязываем фантазийный столбик. Накид, раскалываем столбик без накида и провязываем фантазийный столбик. Самостоятельно вяжем фантазийными столбиками до конца ряда. Завершаем третий ряд, вытягиваем петлю, с изнаночной стороны вводим крючок под петлю начала ряда, захватываем петлю, вытягиваем ее, рабочую нить располагаем под петлей, раскалываем столбик без накида предыдущего ряда, захватываем нить, вытягиваем ее и провязываем полустолбик. Четвертый ряд. Набираем одну воздушную петлю, накид, раскалываем столбик без накида и провязываем фантазийный столбик. Накид, раскалываем столбик без накида и провязываем фантазийный столбик. Накид, раскалываем столбик без накида и провязываем фантазийный столбик. Самостоятельно вяжем четвертый ряд и еще 15 рядов. Завершаем 19 ряд, обрезаем нить, вытягиваем ее, с изнаночной стороны вводим крючок под петлю начала ряда, захватываем нить, вытягиваем ее, с изнаночной стороны вводим крючок под дужку, раскалываем косичку, захватываем нить, вытягиваем ее, подтягиваем соединительную петлю, с изнаночной стороны прячем хвостик. Теперь вяжем ручку длиной 60 см, крючком номер 5. Я вязала ее по своему мастер-классу, который называется «Широкая ручка-гусеничка для сумки». Посмотреть вы его можете по подсказке вверху или по ссылочке в описании под видео. После прячем хвостики.
Вводим крючок под петли. Захватываем нить. Протягиваем ее. Под следующие петли захватываем нить. Протягиваем ее. Под следующие петли. Самостоятельно продолжаем. После того, как мы спрятали все хвостики, устанавливаем кольца-карабины. Затем складываем торбу, фиксируем утяжкой, прикрепляем кольца. Сумочка-торба готова. Если это видео понравилось вам и было для вас интересным, то поддержите меня пальчиками вверх и комментариями. И обязательно отмечайте меня на своих фотографиях и в описании, даже если вы используете мои мастер-классы только как основу. Всем спасибо за просмотр, хорошего вам настроения и увидимся в следующих видео!